После прогрева аметиста до 450-500 градусов он окончательно становится оранжевым или желтым. Такой минерал мы знаем под названием цитрин. А ведь и правда. Привет, друзья! В прошлом ролике мы затронули такой минерал, как цитрин, и я подумал, что не стоит забывать и откладывать его на потом. Сегодня мы познакомимся с его историей, легендами и мифами. И пока мы не начали, напомню вам по традиции, что если вам интересно и вам нравится такой контент, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. И чтобы не пропустить следующий выпуск, нажмите на колокольчик. С вами, как всегда, Анатолий, и приятного просмотра. Цитрин – это разновидность кварца с той же химической формулой, как и у аметиста, силициум Мо2, и твердость такая же, 7 по шкале Mohs. Оттенки цитрина серовато, лимонно, вино-желтый или золотистый обусловлены или дефектами структуры, или тем, что в кристаллическую структуру кварца входят ионы железа. Дефекты возникают при замене иона кремния на ион алюминия в паре с ионом щелочного металла, как у дымчатого кварца. Поэтому с помощью прокаливания при температуре 300-500 градусов Цельсия низкосортные аметисты, морян, черный кварц и дымчатый кварц превращаются в замечательный по виду цитрин. Такие прогретые кристаллы часто обладают более ярким и насыщенным оттенком, чем натуральные минералы. В некоторых цитринах наблюдается очень интересный оптический эффект, который называют дождем или голубыми лучами. Под определенным углом и освещением в кристаллах цитрина видны параллельные или пересекающиеся голубоватые лучи, похожие на освещенные солнцем дождевые струны. Эти лучи возникают из-за систем тончайших трещин или плоскостей, обогащенных газово-жидкими включениями. Цитрины добываются во многих странах мира, но самые качественные и красивые камни производятся в Бразилии и Уругвае, там же где аметист. Именно тут встречаются и разноцветные кристаллы кварца с зонами или секторами, окрашенными попеременно то в лиловый цвет аметиста, то в золотистый цвет цитрина. Такую необычную разновидность назвали аметрином. Сейчас аметрин, как и другие цветные разновидности кварца, научились синтезировать, и он довольно широко используется в ювелирном деле. Название минерала происходит от латинского слова «цитрус», что означает «лимон» или «цитрусовый», и иногда его цвет действительно напоминает лимон. По одной из древних легенд, цитрин был создан богом солнца Аполлоном, который превратил в камень золотые яблоки, которые он дарил своим возлюбленным. Эти яблоки были символом бессмертия и вечной любви. С тех пор цитрин считается камнем, который может приносить счастье, успех, изобилие и оптимизм. Он также ассоциируется с богиней Фортуной и планетой Юпитером. Цитрин в течение тысячелетий был камнем редким и потому особенно ценным. Первые кабошоны были вырезаны за 2 столетия до нашей эры в Греции и Риме. Древние ювелиры использовали их для изысканных украшений. Интерес к минералу то угасал, то оживлялся. Популярный камень 19 века был почти забыт в 20-м. Моду на эти желтые сверкающие украшения возродили в 30-х годах 20 века звезды Голливуда. В их числе Грета Гарбо и Джоан Кроуфорд, носившие сложные и массивные украшения в стиле арт-деко. Сегодня цитрин и его модификации вновь востребованы и ценятся не только владельцами украшений, но и коллекционерами. Цвет – одна из причин возрождения интереса. Самые большие полированные образцы натурального камня весом более 1150 карат хранятся в Смитсоновском институте в США. В 2015 году актриса Анджелина Джоли вместе с американским ювелиром Робертом Прокопом создали уникальное ожерелье – Джоли Citrine Necklace. Центральным элементом ожерелья является цитрин в огранке груша весом 177 карат. Его дополняют 64 тщательно отобранных цитрина в ободке из желтого золота. Цитрин называют солнечным камнем или камнем солнца. Солнечная энергия камня бодрит и заряжает хорошим настроением. Чтобы освободиться от всего негативного, накопившегося в душе, убрать страхи, уверовать в себя и обеспечить профессиональный успех, нужно, как считали древние, носить украшения с этим минералом. Вокруг него не существует ни мрака, ни негатива. Минерал считается камнем мудрости, творчества, самоуверенности и личностного роста. Он способствует развитию третьей чакры, связанной с солнечным сплетением, и помогает усилить волю, энергию и жизненную силу. Считается, что он защищает от негативной энергии, очищает ауру и улучшает настроение. В астрологии он ассоциируется с зодиакальными знаками близнецов, льва, стрельца. Надеюсь, вам понравился мой рассказ про этот чудесный минерал. Если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. А в комментариях попрошу написать, какой из камней вам больше нравится, цитрин или аметист. Будет интересно почитать. Спасибо за просмотр, и мы с вами скоро увидимся в следующем ролике. Всем пока!